Значительная часть людей на планете не может выйти за рамки своих представлений. Так многие думают, что дружба между человечеством и хищниками невозможна. Они думают, что дикие звери рано или поздно атакуют своего верного друга, поэтому от них лучше держаться как можно дальше, а лучше самим нападать первыми, дабы защитить себя. К несчастью, такая жестокость может привести к непоправимым последствиям. Произошло это в тихой сибирской деревне. В ней жила необычная девочка-маняшка. Ее сверстники с ней практически не общались. Они считали ее необычной, потому что она всегда находилась в окружении животных, да и сама девочка не очень тянулась к людям. В доме ее родителей проживало несколько собак, кошек, диких свиней и даже настоящий медвежонок. Местные жители держали дома традиционный скот, поэтому к причудам соседей относились с насмешкой. Кто-то из жителей вообще поговаривал, что по ночам маняшка ходит в лес и общается с дикими животными. Да и местная ребятня не раз замечала, что эта девочка бродит по полю с какой-то необычной собакой, похожей на волка. Они не знали, что это действительно была волчица. Маня нашла ее, когда та была еще совсем щенком. Животное тогда было брошено в норе на произвол судьбы. Охотники застрелили мать волчонка, и зверек мог просто погибнуть. Чтобы спасти животное, ребенок каждый день приходил в лес и подкармливал его. Очень скоро волчонок окреп. Так началась дружба между девочкой-маняшкой и диким зверем. За 5 лет волчица сильно выросла, стала сильной и матерой волчицей. Да и у девочки начали появляться женские черты. Она становилась подростком. В ту пору волчица родила щенят, и девушка навещала ее уже не так часто, чтобы не встретиться с отцом выводка. Как раз в это время по деревне прошел слух, что в лесу появилась волчья стая, которая нападает на домашний скот. На собрании деревенских жителей было принято решение истребить всех окрестных волков. Для этого собрали лучших охотников края. Узнав об опасности, девушка побежала в лес. Маняша хотела предупредить свою подругу, но волчица просто стояла и слушала девушку, пытаясь понять человеческую речь. Животное понимало, что ее что-то беспокоит, но как объяснить волку, что нужно срочно уходить? Вдалеке раздались выстрелы и лай собак. Началась охота. Волчица не уходила. Тогда девушка решила, что она останется рядом с волчицей и попытается ее защитить. Через несколько минут маняша увидела 3 собак, это были настоящие волкодавы, которых специально натравливают на хищников. Они могли растерзать и девочку, и ее верную подругу. За считанные минуты волчица прыгнула вперед, чтобы защищать человека. Собаки бросились на животное и на маленьких щенят. Охотник, увидев, что рядом с волком находится ребенок, сделал выстрел. Он посчитал, что человеку угрожает опасность. Когда Маня пришла в себя, она увидела страшную картину. На земле лежала ее верная волчица. Она была мертва, и щенки были разорваны цепными псами. Девушка кричала, что волчица пыталась защитить ее от собак, и что именно они могли ее разорвать, а не дикий зверь. Но охотник лишь пожимал плечами. Он посадил своих собак на поводок и пошел прочь, несмотря на то, что у девушки была настоящая истерика. Ее слезы и плач остановил чей-то писк. Под телами маленьких волчат кто-то шевелился. Маняшка просунула руки и достала маленького, окровавленного волчонка. Это оказалась маленькая волчица, слегка раненая, но ее еще можно было спасти. Девушка укутала животное платком и тут же побежала домой. Она твердо решила, что оставит волчонка у себя дома. К сожалению, этот случай еще больше отдалил маняшку от людей. Охотник не мог понять, что это его собаки угрожали ребенку, а волчица лишь защищала свою подругу от разъяренных псов. Мужчина решил перестраховаться и поэтому застрелил хищника. При этом он даже не остановил своих псов, когда те рвали беззащитных волчат. В результате погибли животные, которые могли бы спокойно жить рядом с человеком, не причинив ему никакого вреда. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.